Откуда-то. Красивый. Лама? Лама такая. Да. Мгм. Из Колумбии мне ее А, прислали. Изерика, Всё. да. Так, ну что, поехали. Давайте. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня герой моего выпуска, героиня моего выпуска Наталья. Наталья коллекционер и хозяйка единственной в Средней Азии галереи художественных кукол. Наташа, все верно сказала? Все верно, да. Здравствуйте. Наташ, чтобы начать, скажите, пожалуйста, как игрушка, потому что мы понимаем, что кукла игрушка, да, изначально, превращается в арт-объект стоимостью в несколько тысяч долларов? Ого. Ну, например, для меня я никогда кукол, вот художественных кукол, никогда не рассматривала как игрушку. То есть, ну, какая-то игрушка. И к ним прикасаться-то порой страшновато. То есть хочется детально рассматривать, но лучше на расстоянии, потому что даже когда мы здесь переставляем в галерее что-то или дома, я меняю кукол местами, это прям вот очень волнительно, не дай бог что-то задеть, а как с ними играться, это невозможно. Поэтому я никогда кукол не рассматривала как игрушки, вот именно всех своих девочек и мальчиков, Нет, я имею в виду изначально, вот когда мы играем, мы рождаемся, у нас в детстве у всех куклы, но потом эта кукла, как игрушка, она потом трансформировалась в итоге как в арт-объект. Я в этом. Ну да. Слушайте, ну у нас, как говорится, все родом из детства, и у нас всегда были первые игрушки, первые куколки. И у меня в детстве тоже было очень много разных кукол, потому что моя крестная мама, то есть и моя тетя, она работала главным бухгалтером. В то время это была такая организация какая-то, типа... ну, где иностранные товары приходили. И у меня уже с детства были немецкие куклы, фарфоровые, очень красивые, интересные, причем чуть ли не с мой рост. Я их очень любила, пыталась им делать прически, к сожалению, кому-то отрезала волосы. Ну, в общем, так творчество свое проявляла, можно сказать. Но потом, чуть став уже постарше, все это дело из моей головы вылетело, потому что мы в подростковом возрасте занимались чем-то другим, были другие интересы. А когда я уже стала заниматься коллекционированием, причем это произошло абсолютно случайно, вся моя коллекция началась с маленьких кукол, сделанных своими руками, которые мне привозили туристы из разных стран. У меня туристическая компания, и они, приезжая откуда-то, с какой-то страны, привозили мне маленьких таких вот 10, 15, 20 сантиметров кукол в национальных одеждах из той страны, где они были. Таким образом, у меня собралась целая коллекция маленьких куколок, которыми я уже не игралась, но они стояли как сувениры. Это тоже было очень интересно. И многие люди, которые приходят ко мне в офис, они начинают рассматривать и угадывать даже, из какой страны та или иная кукла. Ну вот таким образом я потихонечку стала коллекционером, хотя я даже не осознавала на тот момент, что это коллекция, это просто была как бы такая витринка, ну вот приносят и привозят, и привозят. И постепенно уже, когда купила первую свою куклу у нашего мастера с Узбекистана, Оксаны Середюк, это пара, Оксана и Александр Середюк, они делают очень хорошие работы. И я купила свою первую куклу очень случайно, и что-то заплатила я. Для меня на тот момент казалось, это ого, это так дорого стоит. Я пыталась понять, почему так дорого стоит, и я начала рассматривать, как она сделана, эта куколка, как это вообще эти пальчики, этот носик, глазки, реснички, там, ого-го. И я стала понимать, что я, например, никогда такого не смогла сделать. Это очень тонкая работа, и я понимала, что очень много вложено труда. И я начала изучать постепенно все, что касается именно искусства кукол. Я стала знакомиться с мастерами, я стала входить с ними в контакт, изучать вообще, что, как, какие куклы бывают. Для меня открылся целый мир. Вы не представляете, это было таким открытием. Каждый раз зависая, там, смотря чье-то интервью или читая какие-то статьи про это, я узнала все больше и больше. Это меня, конечно, засасывало, ну и потом
вторая, третья, пятая, 10-я кукла, и понеслось. То есть, а вот эта самая первая кукла Оксаны Середюк, она когда была приобретена? Сколько лет назад? По-моему, года 3-3,5 назад. То То есть, есть как я бы вы где-то еще довольно юный коллекционер. У вас, абсолютно юный, Мгм. абсолютно Но юный. при этом у вас уже, вот судя по тому, что я вижу за вашей спиной, коллекция прям очень серьезная. И очень... Ну да. то есть, Я перфекционист вообще и очень целеустремленный человек, и у меня не стоит цель, что мне нужно вот купить, допустим, 200 или 300 кукол, да, чтобы это было в моей коллекции. Нет, просто изучая, у меня изначально как-то, когда я начала первая, вторая, третья кукла, и появилась моя Анжелика. Анжелика – это портретная кукла, которую сделала Ульяна Петренко, она вот сзади меня стоит. Это по фильму «Анжелика и король», французская актриса Мишель Мерсье. И здесь у меня возникла идея, что я хочу собрать у себя дома бал кукол. То есть в то время разговоры и даже мысли в галерее у меня не было. Я захотела собрать свой Версаль маленький у себя в квартире и воссоздать такую эпоху короля Людовика XIV, и чтобы у меня был свой такой небольшой бал. И куклы от разных мастеров, потому что именно то, как мастера видят. Я даже, когда делаю какой-то заказ мастерам, я никогда не ставлю какие-то критерии, условия, там, чтобы это было платье такое-то, чтобы это там глаза такие или поза. Нет, у меня нет таких критерий. Я всегда говорю, мне важно, чтобы это был плюс-минус рост, потому что чтобы это в коллекции смотрелось гармонично. Ну и эпоха. А дальше уже мастер должен сам воплощать все свое видение, свои идеи, свои мысли и свое творчество. И именно тогда, я считаю, что, знаете, нельзя диктовать художнику, нельзя ставить ему какие-то ограничения и рамки. Можно задать какую-то тему, может быть, а все остальное, вся реализация должна идти уже от мастера именно от души, и именно в тот момент мастер может себя реализовать и воплотить то, что он хочет. А когда стоит сверху и начинают говорить, нет, это должно быть вот так, это уже не его работа, это уже какое-то идет соавторство, и я считаю, что мастер не сможет до конца раскрыться. То есть я правильно понимаю, что ваша галерея, она, основа галереи, она именно составлена из вот кукол эпохи Людовика, то есть это все, что входило вот в эту вот первоначальную идею наполнения бала короля Людовика. Это было начало, да. Начало. Это было А начало. потом? Да. Когда у меня бал уже стал собираться, его стало достаточно много, а потом уже понеслось другое. У меня разные абсолютно куклы, разные направленности, они разные по типажу, по времени, по, не знаю, ну да, скажем, по времени, потому что есть и современные, есть шаржевые какие-то работы очень интересные, есть портретные работы, есть реалистичные, есть вот у меня восточная коллекция, есть коллекция из сказки. Вот сейчас я назвала условно образ женщины, потому что есть работы, которые передают именно образ женщины в разную эпоху и в разном настроении, в разных стилях. Потому что женщины очень разные, и, соответственно, здесь у меня такая сборная получилась соляночка. Я правильно понимаю, что вы в галерее в своей проводите что-то вроде выставок или подбираете, или нет, то есть тематических выставок? То сейчас сказали образ женщины, бал короля Людовика. Вы меняете как-то экспозицию, то есть в зависимости... Конечно. Меняете, Конечно. то есть как бы... Конечно. То есть, когда мы открылись, как раз-таки был Новый год, это было в канун Нового года, и первая экспозиция, которая у нас стартанула, это был Новый год в Версале. Естественно, на открытие приехала Наталья Победина, я очень благодарна, Ольга Сукач. Это было для меня прям очень почетно. Я прям
кайфанула от этого. И они привезли свои работы. Наталья как раз успела сделать «Короля солнца». Не знаю, вот его здесь Вижу, да, вот он стоит. видно, да? То есть «Король солнца», я его давно заказывала, в общем, она успела. Он открывал наш бал здесь. Вот. И это был именно Новый год в Версале. После Нового года мы уже, так как это 14 февраля, 8 марта, здесь уже весна наступает, мы уже сделали образ женщины, немножечко поменяли, поставила я всех девочек парами, потому что женщина в паре, в общем-то, когда рядом находится мужчина, это очень хорошо. Ну и есть остальные девочки, которые они остались без пары, но каждая в своем образе. То есть это абсолютно далекие от времени Людовика XIV. У меня вот есть очень хорошая работа, которую я совершенно случайно купила Татьяны Баевой. Она, сейчас я прошу, Олечка, можешь показать мне? Сейчас я вам покажу. Очень случайно я смогла купить эту куколку. И очень счастлива, что она в моей коллекции. Ну, чтобы вы понимали, что это не только здесь у меня вот такая вот работа. Очень интересная девочка. Да. Ага, вот. Ну, поэтому разные. И, естественно, когда люди приходят, смотрят, они начинают проводить свои какие-то аналогии, начинают здесь дискутировать. Очень интересно за всем за этим наблюдать. Это здорово. Вот. А дальше мы будем менять композицию. Я, наверное, дам возможность, часть зала у меня на сегодняшний день, она отдана для наших мастеров. В общем-то, потому что изначально, когда я создавала галерею, я планировала сделать постоянную площадку для наших мастеров, которые в Узбекистане сейчас только-только начинают набирать обороты, они учатся, для нас это абсолютно новое искусство, им нужна площадка постоянно для реализации. Поэтому часть зала у меня отдана им, они выставляют свои работы. В основном здесь у нас восточная тема представлена, потому что люди приезжают в Узбекистан в последнее время, очень много иностранцев с разных стран, и им очень нравится знакомиться с Востоком. Ну и моя коллекция тоже никак не уступает, ну, понятное дело. Да? Есть ли в Средней Азии собственный стиль авторских кукол? Вот вы говорите, у вас появляются авторы интересные, которые сейчас набирают обороты. Отличает ли их определенный стиль в работе? Либо они больше похожи, допустим, на работы российских мастеров, потому что не секрет, что у каждой школы я имею в виду направление, да, есть определенный стиль, потому что есть итальянская школа, есть голландская школа, вот это вот все. Ну, больше здесь российская школа, конечно, присутствует. Я не скажу, что у нас есть какой-то определенный стиль. То есть те мастера, которые у нас в небольших городах находятся, в Самарканде, в Бухаре, они делают кукол, знаете, больше похожи, как раньше, как марионетки, да, на веревочках. То есть они делают маленькие спектакли, рассказывая про историю Узбекистана при помощи кукол. То есть у них вот такие куклы или либо небольшие совсем сувенирные куколки в национальных одеждах. И сейчас уже мастера стали пользоваться техникой, которую используют в основном российские мастера, итальянские, и делают небольшие, маленькие будуарные куколки, даже есть шарнирные уже куклы, девчонки начинают осваивать. И это очень радует. Это очень радует, что у нас идет развитие, что Узбекистан начинает набирать обороты в этом отношении тоже. Для меня прям это здоровски. Да. То есть я правильно понимаю, что появление галереи это не только про ваши амбиции и ваше желание показать вашу коллекцию большому количеству людей, но еще в какой-то степени такая миссионерская история с тем, чтобы помочь продвижению и развитию искусства кукол в Узбекистане. Да, совершенно правильно. Вы знаете, идея галереи, создания галереи у меня возникла совсем недавно. Это
недавно, это в мае месяце я этим озадачилась, то есть 25 года, то есть совсем немного, да, 9 месяцев назад. Я сказала, как я говорю, я выносила эту идею 9 месяцев, и через 9 месяцев я ее родила. У нас 2 раза в году проходит фестиваль авторских кукол, где наши мастера имеют возможность выставить, ну, там не только кукол, там и ватнички такие, ну, вот типа Да. бала кукол, только в масштабе 1 к 100, поменьше, да. Да-да-да. И когда организаторы, как раз-таки вот Оксана и Ольга Томленко, они попросили меня выставить часть своей коллекции на фестиваль, чтобы люди пришли, посмотрели и увидели, что такие куклы тоже имеют место быть, я согласилась. Естественно, я присутствовала, я смотрела на реакцию людей, я видела, как им это нравится, что им это интересно, что задается куча вопросов, а когда это еще можно увидеть и так далее и тому подобное. Я думаю, ну а почему я буду это дело закрывать у себя, лучше я возьму это и дам людям возможность посмотреть все. Таким образом вот открылась галерея, ну и плюс ко всему девчонкам я дала возможность иметь постоянную площадку, такую выставочную. Они тоже меняют, то есть новогодние работы сейчас убрали, что-то там продалось у нас, потому что я считаю, что для мастера очень важно иметь возможность реализации своих работ. Это есть стимул, это есть продолжение, это мотивирует, потому что есть мастера, которые имеют другую работу, и для них это просто хобби, они увлекаются, они могут себе позволить просто как бы делать эти работы. А есть мастера, для которых это определенный доход в их бюджет, они на этом зарабатывают и живут только этим. Ну и кроме того, это ведь мотивация, даже если у меня нет необходимости такой вот экономической заниматься продажей, мотивация то, что меня ценят, люди готовы голосовать деньгами, это означает, что моя работа чего-то стоит. Да, конечно. Есть какое-то признание, и очень радует, что приходят сейчас люди, и те, кто уже покупал у наших мастеров какие-то работы, они узнают мастера, они узнают руку мастера и говорят: о, это вот этого мастера работа, у меня есть ее работа. Это радует, потому что для нас абсолютно новое это. Более того, скажу так, что в мусульманстве образ человека, как бы, и то, что в куклы вот эти, да, для них это табу, ну, в таком фундаментальном, скажем так, мусульманстве, да. Но приходят люди и мусульмане, и христиане, ну, очень много сейчас, и люди восхищаются, потому что они осознают, что это в первую очередь искусство. Да. Это искусство, это ни в коем образе не какой-то прообраз кого-то, да, а именно... А вы сталкивались когда там, может быть, с какой-то негативной реакцией на кукол, как среди мусульман, как изображение человека? Нет, ни разу. Ни разу. Было такое, что вот смотрели и уводили взгляд, но никто никогда не сказал какое-то резкое слово или осуждение, или еще что-то, нет. Единственное, что у меня есть 3
нимфа «Три богини» от Ирины Вошченко, которая сейчас у меня прям стоит по центру, когда заходишь, потому что образ женщины, а они полностью у нас ноги. Ну, у них такие красивые шифоновые или парящие какие-то накидочки есть. Вот мы всю наготу прикрыли немножечко этими плащиками, чтобы не было откровенно видно. Потому что, ну, мало ли, зайдут какие-нибудь, будут, например, рассуждать. Хотя, вы знаете, странно, люди приходят и говорят: а зачем вы это сделали? Откройте. Откройте. Я говорю: ну, мало ли какие зайдут. Ну да. Все-таки мусульманская страна. Особенно сейчас у нас месяц Рамадан идет, то есть месяц поста. Поэтому зачем провоцировать? Сколько кукол находится в вашей коллекции сейчас? Ох, Ирин, я вот честно не считала. Ну, Ну, больше 100 точно. Ну, вот больших я имею в виду. мгм. Больше 100. Мгм. Какую куклу вы никогда не приобретете в коллекцию? Наверное, ту куклу, которая не отзовется во мне внутри, вот здесь. Вот это должно сыграть. Это должно прям вот, знаете, где-то изнутри зачесаться и сказать: да, вот это вот все, это нужно брать. А есть куклы, которые, вот вроде бы она красивая, вот все в ней хорошо, интересно. Но вот ты стоишь, и ты не испытываешь к ней никаких эмоций. Нету тех чувств, вот прям не хочется ее взять в руки, вот прикоснуться. Просто любуешься. Да, классная, красивая, но не мое. Видимо, не отозвалась. Да-да. Наверное, куклы тоже выбирают у нас по каким-то своим критериям, не знаю. Ну, каждую куклу, которую я купила, каждую люблю, каждую очень. И вот иногда спрашивают: а вы можете вот там, может, продать, там спрашивают или еще что-то. Я говорю: не-не-не, еще пока не готова. Может быть, потом, когда-нибудь Вы это... пока еще вы ни разу не продавали? Нет, Нет? нет. Не продавала. Не могу, рука не поднимается. Всех люблю. Кукол, которых вы приобретаете, они все в коллекцию, но не... Вы рассматривали какую-то покупку когда-нибудь как инвестицию или нет? Ну, я считаю, что каждая из них, она по-своему инвестиция. В любом случае. И я считаю, что... Ну, вот, например, у меня есть в коллекции несколько кукол, по поводу которых сейчас уже ко мне обращаются и просят их продать им. Мгм. Поэтому не знаю. Ну, я... Вы стоите насмерть? Не, ну я еще не готова продавать ни одну из своих девочек. Это все мое, пока все мое, никому ничего не отдам. Но говорят, я же говорю, я молодой достаточно коллекционер, и общаясь с разными людьми, говорят: ну, придет время, когда ты захочешь кого-то продать, купить на это место другое, но я пока только покупаю, никого не продаю. Может быть, настанет действительно такой момент, и я кого-то буду продавать. Пока он Но не не сейчас. пришел этот момент. Пока не пришел, нет. Есть какая-то самая дорогая кукла Дорогая по для вас? финансам? Для вас? Для меня чисто вот так вот. Ну, их несколько, их несколько. Есть девочки, которые приходили, и в дороге случались там поломки, за них я очень сильно переживала, прям очень сильно расстраивалась. И когда мы уже восстанавливали, это вот очень интересная работа у меня есть. Наш мастер из России сделал, и девочка пришла, была сломана шея. Я очень сильно расстроилась, потому что это вообще прям чуть ли не до слез. Но нужно отдать должное мастеру, за что я очень благодарна. Она собралась и всей семьей приехала к нам в Узбекистан, и девочку привели в чувство, и она у меня теперь одна из самых красивых на подиуме. А кто этот автор? Вы можете сказать? Нет? Это Маша Володина. Угу. У вас очень все имена авторов, которые вы называете, все очень статусные, все очень именитые. Могу сказать, что у вас очень хороший вкус такой. Спасибо. По Спасибо. крайней мере, то, что я вижу, и то, что вы именно тех авторов, которые вы называете, у меня вызывает такое слюноотделение, потому что у меня есть тоже небольшая коллекция, но мне, конечно, до вашей даже смешно. Вот.
Не, ну, на Я самом деле, знаете, я, посещая выставки, я смотрю абсолютно разных мастеров, опять-таки, какая кукла мне отзовется. Да, и есть у меня в коллекции и Александры Худяковой, вот Натальи Побединой, Алены Абрамовой, да, вот у Ульяночки Петренко, Маши, ну, много таких, Ольги Сукач, несколько работ. Но и в то же время есть мастера малоизвестные, но очень с хорошими работами, которые прямо меня заворожили, и я не могла устоять. Может быть, это и как бы у них выстрел такой был, но я верю в то, что все равно мастера, когда работают, они с каждой своей куклой вкладывают что-то больше, они развиваются, и каждая следующая кукла становится все интереснее и интереснее. Это я говорю про молодых мастеров, которые только начинают. Есть какой-то мастер, который стал для вас откровением, открытием? Вот вы не знали его, но встретили и поняли, что вот так, да, это оно. Да, вот работы как раз-таки Ирины Божченко, потому что я видела ее работы до этого, то есть в интернете я смотрела, они были больше глубокие по смыслу, но больше такие вот мультяшные, да. У меня-то коллекция вся более такая реалистичная, и в этот раз, когда я увидела ее работу на выставке, вот эти вот Венеры, я даже не сразу поняла, что это она.
Ну да, потому что она одно время делала с большими головами, маленькие Да, детали. да, 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 да. И здесь я думаю, ого, как интересно, причем очень, очень достойная работа, очень прекрасные девочки. Я, конечно, их всех забрала сразу. Причем их разбивать нельзя было. То есть 3 грации стоят, как одну забрать, а 2 оставить. Это нужно было брать всех 3, и вот я их забрала, конечно. Наташа, скажите, как вы считаете, можно ли сейчас в наше время зарабатывать на куклах, на авторских? Я не имею в виду для авторов, я имею в виду вот как инвестиции, перепродавать их. Ну, наверное, можно. Даже в рамках галереи, я думаю, что можно. Потому что в России тоже есть галереи, которые берут кукол на реализацию. Ну, естественно, они живут за счет этих процентов. Ну, наверное, можно именно в таком случае. Вы знаете, для меня вот что стало откровением, что именно у кукольников, не у кукольников-мастеров, да, а у коллекционеров очень закрытый мир. И я на сегодняшний день знаю очень мало коллекционеров, которые готовы об этом рассказывать про свои коллекции. Вот у меня почему-то, вот все, я открыта, у меня вот так и так и так. Конечно, хотелось бы с ними, со многими общаться, разговаривать, как-то, может быть, меняться, что-то, не знаю, не то, что продавать, да, это все. Но такой вот опыт общения, он тоже интересный. Может быть, кто-то там нашел какую-то такую вот маленькую звездочку, которая может быть стать звездой, да. Но вот такого общения у нас нету, к сожалению. Я знаю очень мало коллекционеров. Но я знаю, что на куклах действительно некоторые зарабатывают. Например, Марина Бычкова, да, то есть люди даже стоят в очереди, покупают ее кукол, то есть отстаивая, а потом продают эти работы с аукциона. Или Александры Кукиновой той же самой. Да, сейчас ее работы стали очень дорогими, неподъемными. Потому что она перестала их делать. Она перестала их делать. Ну, так же, как и вот Татьяна Баева. Тоже работы поднимаются в цене все больше и больше. Да. Ну, то есть это своего рода инвестиция. Ну, купила я за одну сумму, зная, что через несколько лет найдется тот коллекционер, который... Вот, представляете, вот как отдать, вот у вас в руках работа Саши Купиновой, как ее отдать, вот я не знаю. Ну, вот именно. Ну, это... Если бы она мне попала в руки, я бы уже никогда в жизни не перепродала бы ее. Вот, ну мы же сейчас говорим о том, что если зарабатывать, я бы тоже, например, не отдала. Но если про зарабатывать, то, наверное, таким образом все равно случается. Я скажу вам откровенно, очень случайно на Авито я купила даже раннюю работу Натальи Побединой. Татьяны Баевой я тоже купила работу на Авито. То есть люди, которые выставляют их работы, они явно не понимают всей ценности. Да. Возможно, они им там по наследству досталось или еще каким-то образом. И вот они выставляют туда. Чудеса. В каких местах можно встретить художественных кукол? Да, не это реально говорите. действительно куклы очень высокого уровня. Угу. Наташ, как вы думаете, почему взрослые люди покупают кукол? Не знаю. Ну, наверное, это же произведение искусства, это же очень красиво. Почему люди покупают картину? Почему люди покупают какое-то красивое, там, я не знаю, кольцо? Ну да, окей, кольцо здесь и скажем, потому что это инвестиция, да, картина тоже. Ну, не все же картины, которые мы можем говорить про инвестицию, однако люди покупают и вешают и дома, украшают как-то свой интерьер. Мне, например, каждая кукла, которая стоит у меня в доме, она несет определенную энергетику. И вы знаете, очень удивительно, есть люди, которые приходят в дом, они завороженно смотрят, и у них прям все ёкает и так далее. А есть люди, которые пугаются. Они говорят, слушай, мне некомфортно здесь, да. У меня подруга, она говорит, ты знаешь, они такие красивые, у меня аж прям, я дышать перестаю, насколько они красивые. Но они энергетически меня прибивают, я не могу у тебя долго находиться. Ну, вот такая вот эмоция вызывает у нее, не знаю почему. А кто-то приходит в галерею, и мы их отсюда, не то чтобы мы пинками, конечно, никого не выгоняем, но они могут находиться здесь очень долго.
И уйти, а потом прийти через несколько дней еще раз, опять смотреть, то же самое стоит. Они говорят, а вот эта вот новая кукла, мы ее не видели. Ну, как не видели, мы здесь еще даже ничего не переставляли. Нет, это какая-то новая, не усмотрел. То есть прийти в галерею и посмотреть все сразу и быстро не получается. Поэтому они возвращаются, опять зависают, и каждому человеку кукла как-то отзывается по-своему. Кому-то прям одна нравится, кому-то другая. Вот одна женщина, она приходила буквально вчера, я здесь была, заехала в галерею, и зашла женщина такая, ну, за 50, наверное. И вот она встала возле Саши Худякова, возле Рады. Знаете, она стояла минут 15, наверное. Я думаю, господи, что же там происходит? Я уже и мимо сюда прошла, и туда прошла. Она вот стоит и рассматривает. Потом говорит, вы знаете, она прям поглотила все мое внимание. Я прям как потеряла счет времени. Вот она и стояла, так долго рассматривала. И потом отошла в другую сторону, прошла пару кукол, говорит, я еще завтра приду. Наверное, человеку нужно было время пойти все это переварить. Не знаю, вот сегодня приходила, не приходила. Но вот такие реакции тоже бывают интересные. А что вы чувствуете при этом, как владелица галереи, владелица этой работы? Ой, я очень радуюсь. Я очень радуюсь, что не только у меня куклы вызывают такие эмоции, что очень много людей на них так реагируют. Мне это отрадно, что не я одна. Знаете, мои друзья, знакомые по-разному, да, кто-то говорит, просто что ты деньги палишь, сколько можно туда вкладывать, когда это все закончится, ну, займись чем-нибудь, ты же человек бизнеса, может быть, чем-то другим займешься. А кто-то говорит, слушай, ну это классное хобби, это так красиво, это так здорово, это так прям по-женски интересно. Я говорю, ну, среди коллекционеров я знаю, что есть очень много мужчин, которые коллекционируют, то есть это не то, что про женщин, да, вот, и очень двоякое отношение к моему хобби у многих. Кто-то сильно поддерживает, кто-то не понимает, а кто-то прямо вот старается даже помочь как-то все это дело. Вы не представляете, сколько сложностей привозить кукол, да, потому что не всегда возможно отправить по почте. И, конечно, когда я бываю на выставках, я стараюсь максимально увезти с собой. Это в самолетах, и когда ты приезжаешь сюда, самая прикольная реакция на границе, когда нашим таможенникам говоришь, они спрашивают, что там, ты говоришь кукла. Это что же за кукла такая, коробка, чтобы вы понимали, там 1,20 м на это. Я говорю, ну вот такая кукла большая. Начинают открывать, начинают смотреть. Реакция у всех какая-то такая вот, потому что для нас это абсолютно новое, и многие таких кукол даже не видели в глаза. И не знают, что такие куклы могут быть. Вот. Ну, сложно. И поэтому я стараюсь привлекать своих друзей, знакомых, которые летят с той или иной страны, если там есть кукла. Вот мне ее вот даже моего друга вот из Колумбии, его везли через 33 страны, сюда мне пока вот довезли. У вас есть в коллекции не только куклы, у вас еще есть Тедди или нет? Нет, их очень мало. Их очень мало. Просто я была по своей работе основной на туристической выставке в Швейцарии, и были девочки из Колумбии, они дарили таких маленьких. Я сказала, я хочу большую такую игрушечку тоже к себе. Вот они мне ее отправили. Что, по-вашему, делает куклу произведением искусства? Что делает? Ну, слушайте, достаточно сложный вопрос, потому что, наверное, то, что кукла в единственном экземпляре, что она одна единственная такая, что в нее вложено очень много труда, и я не знаю. Ну, вот смотрите, начинающий мастер, либо не начинающий, давно работающий, кукла делает в единственном экземпляре, но при этом она может быть технически несовершенна, да? Ну да, При этом на нее смотришь и понимаешь, что вот. Вот вы знаете, я, когда здесь провожу экскурсии или когда рассказываю про кукол, я всегда говорю, что мастер, когда делает, да, художник, когда делает куклу, он должен овладеть огромным количеством профессий. То есть это должен быть и скульптор, и
художник, и парикмахер, и визажист, и сапожник, и дизайнер, и историк, потому что нужно изучить, да, что-то там. И когда он овладевает, можно сказать, в совершенстве всеми этими профессиями, только тогда рождается вот такая шедевральная кукла, которая действительно достойна назваться именно произведением искусства. Если ты, налепил волосы, но ты не смог сделать прическу, это уже не до конца. Если ты изучил историю, но не смог пошить костюм, это тоже не до конца. Если ты слепил, но не смог ее правильно разукрасить, передать эмоцию, это тоже не до конца. Есть же куклы такие, вот смотришь, вроде бы красиво, но она безликая, она не передает эмоцию. А именно когда мастер смог такой сделать взгляд у девочки, да, что она цепляет, она передает свое эмоциональное состояние. И да, глазки стеклянные, но они не безликие. Они передают вот либо теплоту, либо какую-то, не знаю, вот высокомерие, либо надменность, либо улыбку какую-то, либо нежность. И эти эмоции считываются, очень хорошо считываются. Чем, по-вашему, кукла отличается от скульптуры, кроме того, что у нее есть взгляд? Да? Кроме того, что она раскрашена? Ну, очень многим. Во-первых, кукла же, даже если кукла статичная, она эмоциональная. Она очень эмоциональная. Я же говорю, вот своей живостью не только взгляда, я не знаю, мимикой какой-то своей. Они очень теплые все, очень теплые. И очень интересно, когда есть куклы, у которых поворотная голова, условно, да, там, или ручки немножечко. И можно повернуть голову, и она смотрит на тебя другим взглядом. Она уже хочет тебе сказать что-то другое. А еще они между собой ругаются. Вы знаете, когда стоят в комнате у меня, и вроде бы вот расставила, все прекрасно, все хорошо, прихожу через 2-3 дня, вот одна кукла вот не вписывается туда, вот она туда не идет. Приходится ее менять местами, опять все становится на свои места. А потом вроде опять выставляю, назад ее ставлю, и опять все хорошо. Ну, мне кажется, у них своя какая-то такая идет эмоциональная. Свои взаимоотношения. Да. У меня девочки здесь, когда мы уходим, девочки, которые у меня здесь работают, они всегда приходят, здороваются с ними, прощаются. Мы между собой шутим, что когда мы уходим, гаснут свечи, и здесь начинается все таинство. Самое интересное. Все самое интересное начинается после выключения света. Да. Самый настоящий бал начинается после. Здорово. Насколько вам важна история персонажа, история куклы? Очень важна. Очень важна, и потому что она дополняет. Более того, даже когда приходят сюда люди, мы про каждую девочку стараемся рассказать, как ее зовут, какой это образ, что мастер хотел сказать. И я, когда покупаю куклу, я точно так же прошу описать, что вы хотели сказать, когда создавали это произведение. О чем эта девочка? Какие эмоции вы вкладывали, когда вы ее создавали. Это очень важно, это очень интересно. Ну, это как родословная, скажем так. Есть ли для вас какие-либо табуированные темы? Да нет, абсолютно. Любую работу на любую тему, если она вас тронет, вы ее... Абсолютно, да. То есть я вот взяла тоже раннюю работу Сориных, я не думала, что замечательные мастера, но она вот такая вот шаржевая, абсолютно не в моей коллекции, но я ее захотела очень сильно. Да, она, может быть, не совсем вписывается в общий какой-то но я подумала, пусть она будет первой в этом направлении. Сейчас мы создадим под нее свой круг. Как вы видите свою галерею лет так через 10? Вы же наверняка какой-то определенный замысел у вас есть, как она будет развиваться, чего вы хотите достичь. Вот примерно лет 10. Смотрите, или вы живете вот тем, что вот сейчас?
Нет, ну вот сейчас буквально только сегодня мне подтвердили, у нас здесь устраиваются такие небольшие фестивали народного творчества и так далее. То есть мы будем участвовать в выставке, как галерея Дамили, будем выставлять работы наших каких-то мастеров именно на выставке, потому что нам нужно все равно расширяться. Может быть, поначалу мы будем просто менять композиции, ну, экспозиции, скажем так, а потом вполне возможно, я сейчас уже веду переговоры, у нас есть очень интересный дизайнер, я не буду приоткрывать, открою совсем немножечко такую, и мы будем работать с дизайнером в совокупности. Мгм. Будет создана коллекция кукол по работам дизайнера. И это будет представляться именно как от галереи Дамили. Это очень большой проект, это на государственной основе уже. И даже есть в планах, что мы будем делать экспозиции Версаля совместно, да, то есть куклы плюс коллекция дизайнера, ну и то есть это будет путешествие по миру уже. Хм, Да, Здорово. план такие есть. То есть у вас планы очень такие амбициозные. Амбициозные, да. Мы работаем в этом направлении. Здорово. Наташа, вы все время вот показываете брошечку, я все присматриваюсь. Это что? Похвастайтесь, Это пожалуйста. брошечка такая, да, вот такая интересная, красивая Это брошечка. уточка? Это уточка. Мгм. Это Наталья Победина мне ее подарила. У Мгм. меня есть целая коллекция брошей, которые делают наши мастера. Вот Ульяна Петренко делает в стиле камея очень много. Наши мастера сейчас стали делать тоже прекрасные броши. И это есть коллекция. Ну и также вот здесь на продаже у меня. Мгм. Приходят покупать. Сейчас очень модна тема брошь. Статусные женщины, женщины, у которых есть определенный достаток, часто не любят носить работы handmade, так называемые, да, то, что вот Мгм. презрительно handmade, предпочитая ювелирки серьезной. Как вы себя ощущаете вот брошечками в виде бусиков, там вот еще вот Прекрасно. А знаете, как они замечательно комбинируются с хорошими ювелирными изделиями? То есть у вас Не- никакого Абсолютно, отторжения? абсолютно. Более того, очень серьезные женщины, ну, даже из моего окружения, сейчас уже начинают покупать такие интересные работы и очень удачно их носить. Ага, то есть это не вызывает отторжения. То есть это Нет, абсолютно. вы счит- Абсолютно. Вы знаете, я считаю, что вообще в таких кругах, где люди ничего не делают своими руками, делают мозгами, да, скажем так. Ну, я, в принципе, я безрукая в этом отношении, даже пуговицу не могу пришить нормально. Мгм. Я зарабатываю мозгами, Да. скажем, но я ничего не могу сделать руками. И для меня это очень ценно. Я очень ценю вот этот труд, и я знаю в своем окружении много и мужчин, и женщин, которые очень уважительно относятся к работам, сделанным своими руками, и их вот демонстрируют и носят. Это нормально, и это сейчас стало очень модно. То есть вы считаете, что сейчас отношение к таким вещам поменялось? Поменялся. Оно сейчас поменялось, или оно таким было всегда, или оно сейчас стало модным? Нет, оно сейчас стало намного больше стало цениться. Когда мы перешли в мир автоматизации, люди стали намного больше ценить ручной труд. Потому что каждая работа, которая сделана руками, она несет за собой определенную энергетику. Она с душой. И это ценно. Мы в последнее время настолько мало общаемся даже между собой, мы настолько погружены в какие-то работы, мы больше общаемся с машинами, чем с людьми. И именно каждая работа, которая сделана своими руками, она несет какое-то тепло, какое-то тепло. Это сейчас ценят, это очень ценят. Мгм. Ну, на самом деле здорово вот это слышать, потому что для многих мастеров
это такая, знаете, это такая услада для ушей, потому что они понимают, что они могут что-то делать, они могут, и это все находит спрос, что это не потому, что одно время довольно долгое, довольно продолжительное отношение к подобным украшениям было ну, такое несколько презрительное, снисходительное такое. Ну, что ты Мгм. там бусики нацепила? Сама Мгм. нацепила. Вы знаете, для людей с достатком всегда м, есть такой пунктик, что нужно быть индивидуальным, что нужно выделиться и отличиться чем-то от остальных. Есть понятие массы, есть понятие масс-маркета, и есть понятие эксклюзивности. Мгм. И то, что сделано своими руками, ты никогда не сможешь повторить его идентично точно так же, да, то есть это может быть приближенно, но это уже будет немножечко по-другому. И это и есть эксклюзивность. А эксклюзивность на сегодняшний день очень дорого стоит. Согласна. Поэтому это начинает набирать обороты, и я надеюсь и как-то верю в то, что чем дальше, тем это будет больше. Потому что мы все глубже и глубже уходим в мир технологий, искусственного интеллекта, мы все больше погружаемся в какие-то технические, не знаю, впадины вот эти, куда Мгм. уносит с головой. И именно то, что сделано своими руками, оно, не знаю, оно дает возможность общаться. Потому что, знаете, вот у меня подруга есть, она заказывает ювелирку. У нее есть возможность покупать любые ювелирные изделия, там графт возьмем, ну и так далее. Да? Но она заказывает ювелирные изделия у наших мастеров. И делают очень прекрасные работы, очень красивые. Она говорит, ты понимаешь, это эксклюзивность и то, что я передам своим детям по наследству. Это мой, можно сказать, ну не то, что бренд, да, Да. это мое и сделанное именно для меня. Этого нету ни у кого. Мгм. Да, она скупает камни где-то там, не знаю, откуда-то ей привозят, но делает очень красивые вещи. Мгм. В единичном экземпляре, и то, что она оставляет своим детям в наследство. Мгм. Скажите, пожалуйста, есть ли, по-вашему, есть ли будущее и какое оно у художественных кукол? Знаете, я как-то думала на эту тему, какое будет будущее, будет ли развитие. Немножечко опечалена была тем, что много мастеров перестали делать кукол больших, да, перешли на маленькие. Опять-таки это диктует общество, потому что не у всех есть пространство, куда ставить больших кукол. Опять-таки по цене люди стараются взять более дешевые работы, а не большие. И стал падать спрос. Возможно, это влияние времени на сегодняшний момент, именно на те события, которые происходят сейчас вообще в мире. Возможно, люди, не знаю, как-то экономически для них это сложно стало, они меньше стали покупать, да. Но все равно есть любители, есть ценители, и я думаю, что, скорее всего, это временное какое-то затишье. Такую красоту нельзя не любить, не восхищаться, она должна быть, присутствовать, и люди к этому будут возвращаться. Точно так же, как я знаю, что во многих те же самые картины на сегодняшний день тоже немножечко все поутихло, поумерилось, да, и скульптуры, то есть те же самые бронзовые скульптуры, хотя это уже мы говорим по большей части про инвестиционную, да, тему. Да. Та же самая ювелирка на сегодняшний день тоже. Все немножечко встало на какую-то паузу. Но я думаю, что это временно. И что радует, что другие страны, которые раньше были абсолютно далеки от мира кукол, на сегодняшний день постепенно начинают набирать обороты, их все больше и больше они проявляют интерес к куклам, и это начинает развиваться в других странах. Может быть, поменяется рынок сбыта, может быть, да, может быть, поменяется, не знаю, возрастная категория людей. Но
Куклы как были, не то что востребованы, они всегда это, мы не говорим про востребованность у каждого этого, но были любители во все времена кукол, как и 100 лет назад, 50 лет назад и сейчас они есть. Просто, может быть, по временам когда-то бывают всплески такие, и это мода прям, Да, потом идет затишье, а потом опять возвращается мода. да. Если, если описать вашу миссию одной фразой, какая она? Миссия, я не считаю, что у меня какая-то миссия, Ирина. Нет? Нет, конечно, ну какая миссия? Я просто коллекционер, который решила, вот, знаете, делиться своим счастьем, своей красотой с людьми, которые находятся рядом со мной. Вот и все. То есть Меня содержание... радует, что люди приходят, что они смотрят, что они умиляются, что они узнают, что есть такое, что возможно делать такие работы прекрасные. И меня это радует. Но это не есть миссия. Но если прям вот сказать, притянуть за уши и сказать, что это миссия, то это как можно больше людей, значит, познакомить с искусством кукол. Ну, смотрите, содержание галереи, ведь это серьезные затраты. То есть хочешь, не Ну да. хочешь. И вряд ли она рентабельна, учитывая, что вы не продаете своих кукол, вы их только показываете. То есть это фактически, то есть это проект, говоря языком бизнеса, убыточный. Правильно? То Мгм. есть, то есть Да. вы должны все время вкладывать деньги для Мгм. его поддержания, для его жизнеспособности. Ну да. Но это же вас мотивирует, тем не менее, да? То есть вот вкладывать в это все. Вы говорите, не миссия, а что? Ну, смотрите, сказать, что прям так сильно убыточно нет, потому что, слава богу, помещение мое, я его выкупила, у меня нету аренды, за которую нужно платить, есть как бы налоги определенные, да, есть там зарплата девочкам, свет, ну какая-то коммуналка, но это не такая большая сумма, и у нас есть работы на продаже, которые делают наши мастера, которые потихонечку начинают покупаться. И с этого есть какой-то процент, который плюс-минус, я надеюсь, в будущем будет вот эти затраты покрывать. То есть на момент, когда я открывала галерею, я не думала про монетизацию или там, что это будет моим бизнесом каким-то. Нет. Это мое хобби, которое просто я выставила, так сказать, всем на обозрение. Вот и все. И это не про то, чтобы я с этого зарабатывала. Мне это приносит удовольствие. На сегодняшний день, знаете, эмоциональное удовлетворение и именно вот те моменты счастья, которые я испытываю, когда я вижу людей, которые восхищаются этим, да, я этому очень радуюсь. И вот эти эмоциональные качели положительные для меня, они дорого стоят, и я готова за это платить. Понятно. Совет для тех, кто хотел бы начать вкладывать, делать инвестиции в кукол. Угу. Ну, здесь но при действительно... этом ничего не знает о них. Да, но здесь вот действительно для начала нужно изучить, нужно настолько глубоко изучить все это, нужно понять рынок, нужно изучить, какие мастера востребованные, какие мастера... Ведь есть на сегодняшний день даже мастера, к которым ты не можешь попасть, если ты имеешь деньги. И вот даже я, как коллекционер, я не могу к ним попасть. Это нужно записаться, это нужно пройти несколько кругов ада, скажем так, для того, чтобы получить эту работу, ту или иную. Да? Или той же самой Александры Кукиновой куклы на сегодняшний день выросли в цене в 5-6 раз. И ты думаешь, ого, это очень хочется получить эту куклу, но ты не можешь. Поэтому правильно, если ты изучишь весь рынок, если ты поймешь, какие мастера действительно будут в будущем иметь ценность и чьи работы имеют спрос. Ведь авторские куклы, они же очень разные, и направления очень разные. И на сегодняшний день прям популярные БЖД-куклы.
У меня тоже есть несколько. У меня Луценко есть, Юлии, забыла фамилию. То есть у меня тоже есть такие куклы. Я понимала, что это интересно, нужно иметь это в коллекции, чтобы хотя бы почувствовать их, потрогать, что, почему. Но Да. мне они так не отзываются. Я люблю масштабы. Я люблю болею гигантизмом, можно сказать так, потому что когда кукла большая, мне все видно, мне все интересно, все эти детальки. Это, вот. А эти куклы БЖД я до сих пор не совсем понимаю, почему они такие дорогие. Не понимаю. Ведь есть жутко дорогие куклы, там 5, 7, 10 тысяч долларов, маленькая кукла там в 30 сантиметров, но цена бешеная. Но есть любители, и их сейчас очень много, надо сказать, очень много. Как по-вашему, из чего складывается цена куклы? Цена куклы складывается из времени, потраченного на ее создание, из сложности. Но это для меня, я так считаю, сложность работы, потому что, например, одно дело, когда ты вживляешь волосики, а другое дело, когда ты их приклеиваешь, да, это же тоже разница есть. Это совсем разное количество времени, затраты идет. Вы знаете, я как-то разговаривала с разными мастерами и задавала им вопрос, из чего складывается стоимость куклы. Кто-то говорит по времени, сколько я затрачиваю на куклу. Какой-то мастер говорит из материалов, которые я на нее трачу, потому что бывают работы, один аутфит стоит бешеных денег, потому что огромное количество тканей винтажных, да, задействовано. Кто-то говорит из-за сложности, потому что пока я ее делала, я понимаю, что шарнирные куклы – это достаточно сложно, их нужно будет вытачивать все эти детальки. Ох, я очень извиняюсь здесь, вот у меня. Вот. Поэтому, наверное, каждый мастер, но опять-таки со временем, когда мастер становится именитым, это как бренд, он накладывает свою оценку, наценку, да, скажем так. Я это понимаю, принимаю и окей, да, я с этим согласна. Но все равно я, наверное, я еще не прониклась, наверное, я что-то не понимаю. И вот именно вот эти дорогие куклы по 10 тысяч долларов или евро там, небольшие БЖД, которые, вот я в них еще не въехала, буду откровенна. Еще, наверное, вы не встретили ту куклу, которая западет вам в сердце и скажете все. Наверное, хотя я их держала многих в руках, да, и пока они мне еще не откликаются. Понятно. Наташа, спасибо большое. Это, в принципе, все мои вопросы. Спасибо, что нашли время. Спасибо. Мне было очень интересно. И до встречи в Мадриде. Увидимся. Спасибо большое. Все. До свидания. Пока-пока.